И будем сейчас вытрясать все оливки. В Турции продается вот такая штучка. А если он перепутал вот это красное с черным и чуть не подзорвался на нем. Одна я бездельница. Как дождик. И получается вот такая куча. Вот такие вот галошики. Они очень модные в Турции с цветочками. Свекровь у меня прям уже легла здесь и бедная. Элена салат! Хозяина есть свою ружье. Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Мы живем в Измире, в провинции, и здесь практически у каждого есть своя оливковая плантация. Такая идет дорога, вдоль которой расположены эти все участки. Дорога эта поднимается в горы. Обычно люди нанимают работников платно, платят им деньги, и они собирают оливки. Но так как у нас плантация очень маленькая, небольшая, мы это дело делаем сами. 70% сбора оливок в Турции приходится на Эгейское побережье. Это дедушкина плантация. Она очень ухоженная, потому что дед за ней смотрит. Вообще, в принципе, оливки собираются у нас с октября месяца, но в этом году лето у нас очень длинное, и немножко припозднились, и уже декабрь месяца, а мы все еще собираем оливки. А вот это моя спецформа. Вот такие вот галошики, они очень модные в Турции с цветочками, а это мои туркменские чешки. Но можно еще и сапожки одевать резиновые. В Турции продаются вот такие специальные тряпочки, они как мешковина, по метру. И под дерево вот так вот их стелят большой площадью. И будем сейчас вытрясать все оливки. В Турции продается вот такая штучка. Сейчас вы увидите, как он трясет оливки. Она работает на своем вот таком аккумуляторе. Стоимость такой машинки начинается от 5000 лир и выше, 20-30, смотря от фирмы. У нашего деда есть свой собственный трактор, на котором он делает все дела. У нас в прошлый раз дед перепутал вот эти штучки. И поломал аккумуляторную эту штучку. Я в них не очень-то разбираюсь. Он перепутал вот это красное с черным. И чуть не подзорвался на нем. Так как время у нас уже прошло, собирание оливок, сейчас оливки остались только черные, и мы собираем их уже с земли, те, что попадали вниз, уже переспевшие. Вот такие на полу валяются, их нужно очень кропотливо сидеть и собирать, прям штучно-штучно. Вот так вот выглядят настоящие черные оливки. Те, что продаются в маркетах, они больше, конечно, крашеные в черную краску. Или чем там они красят, не знаю. Черные оливки и зеленые – это плоды одного дерева. Черные – это переспевшие зеленые. Масло получается очень сконцентрированное, очень тяжелое. Вот такой вот семейный подряд. Одна я бездельница. Вот такая вот штучка. Она трясется и выбивает оливки. Нужно это делать очень аккуратно. Иначе, как в том году нашего деда, она застряла там и сломалась. И оливки все падают на эту тряпочку. Как дождик.
у нас оливки уже переспели и остались на дереве только черные, потому что время оливок собирания уже закончился. А раньше, чуть лет 10 назад, наверное, собирали они, вытрясали эти оливки палками, прям по деревьям. Но это было очень проблематично. Для деревьев это было, конечно, очень плохо, потому что ломались все ветки, это все мусор, все это падало на этот коврик. А здесь работа очень чистая, падают только одни маслинки и листики. На этой ихней плантации 47 деревьев. И эта манипуляция проходит с каждым деревом. Представляете, сколько времени нужно? И вот они выходят где-то в 5-6, ну сейчас немножко уже темнеет, а так, как начинает светать, сразу выходят они. И до позднего вечера, пока опять не стемнеет. И потом вот так вот, скручивая тряпочки, все в серединку, в общем. И получается такая куча. Это уже вот собранное с этого дерева. Те оливки, что мы собираем, которые осыпались из земли. Свекровь у меня прям уже легла здесь, и бедная. Мы это выжимаем масло и продаем оптовикам. А те оливки, которые мы собираем с дерева, это масло мы уже едим сами. У нас вообще такого никогда не было, а в этом году у нас появились воры. Они приходят, собирают оливки ночью с разных плантаций, куда попадется, и воруют. А хозяева потом приходят, а поле уже чистое. Но воровать здесь, конечно, это очень опасное дело, потому что практически у каждого тот, кто содержит плантации, хозяина есть свое ружье. И в тот день застукали вора прямо на месте, это было вечером, уже темнело, и ему, конечно, не поздоровилось. Он еле-еле то ли унес ноги, то ли его в полицию сдали, в общем, у него были большие проблемы. Потом вот эту кучу нужно аккуратненько все вот это почистить. Листочки, веточки. Раньше эти листочки у нас уходили барашкам, козочкам, но сейчас у нас животных нету, и приходится их выкидывать. Но вообще можно заваривать чай из этих листочков, очень полезный, с множеством витаминов. Это уже почищенная площадь. И вот в таком виде отдают на переработку масла, а сама машинка, вот эта на заводе, она уже сама хорошо прочищает. И вот таким вот образом очищенные оливки мы собираем по мешкам. И также мы их, конечно, засаливаем. İyi gözüküyorsun ama. Kızım büyük bakır getir gel. Bu çuvallar bugünkü mü topladınız? Вот эти вот 3 мешка они собирали вчера, а вот эти уже 2 сегодня, и плюс еще сколько уже до вечера будет. Салан элини. Салан элини. А с одного оливкового дерева выходит 50 килограмм оливок. Оливки в этом году подорожали, что нам, конечно, плюс, потому что они всегда были недорогие. А сейчас собирать, ну, прям удовольствие. Эти оливки мы сейчас продаем оптом. Оптом забирают оптовики, приезжают 1 килограмм 12 лет. Они тоже забирают его на производство масла. Также с одного дерева, то, что я сказала, с этими килограммами оливок, выходит
примерно 10 литров масла. Здесь у каждого по соседству находятся плантации. Например, вот это наша, а это уже соседская. И нет никаких заборов, никакого ограждения. Но здесь люди, можно сказать, друг друга знают и знают, где у кого чья плантация. В общем, отстругал дед себе деревянную иголку и вот таким вот образом зашивает мешки. Вот такая красота собралась у нас. И пошло-поехало. Как маринуют оливки в Турции, сколько стоит оливковая плантация и, в общем, оливковый бизнес. У меня под видео есть ссылочки, заходите, смотрите. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь и обязательно поставьте лайк и поделитесь с друзьями, чтобы наш канал мог развиваться.